Завтра, 18 апреля. Заметная дата. Неделя до конца второго месяца войны и ровно месяц с тех пор, как Владимир Путин набил до отказа стадион Лужники бюджетниками с тем, чтобы сообщить, что его спецоперация идет строго по плану. Но прежде чем перейти к основной нашей теме, нужно ненадолго вернуться к потопленному крейсеру «Москва», потому что это важно. Важно с военной точки зрения, ведь Украина одержала выдающуюся победу на море, чего никто не мог ожидать. Важно с психологической точки зрения. Затопление Москвы – это символично, а роль символов в войне нельзя преуменьшать. Важно с точки зрения политической. Гибель крейсера «Москва», а точнее последовавшее ее освещение с российской стороны, слишком многое нам рассказывает о том, почему эта война стала возможна и почему ведется так, как ведется. Приведем историческую аналогию. Август 2000 года не сможет забыть никто из россиян, кто в тот момент пребывал хотя бы в каком-то сознании, даже если был совсем маленьким ребенком и ходил в детский сад. С конца лета и до конца года вся страна жила только судьбой подводной лодки «Курск» и ее экипажа. Только это обсуждали по телевизору, в газетах, в курилках, на переменках и в песочницах. До сих пор для миллионов людей, заставших август 2000 года, первая ассоциация со словом «Курск» — это не город неподалеку от украинской границы. Это крупнейшая морская катастрофа на старте правления Владимира Путина. Про Курск снято не менее 13 больших документальных фильмов. Он упоминается в 2 десятках песен. Список мемориалов атомоходов в Википедии занимает 2 экрана. Это не просто большая и трагическая, это очень значимая страница российской истории, которая в момент времени, учитывая тон освещения в СМИ, вполне могла стоить должности молодому президенту. Причем по меркам нового варварского времени, которое ведет отсчет с 24 февраля, по меркам нашего дня сегодняшнего, на Курске почти никто не погиб. 118 человек. Да сегодня у нас погрешность в оценках жертв новой войны в десятки раз выше. Каждый день гибнет больше людей. Ныне, на 22-м году развития авторитаризма в России, спустя 1,5 месяца войны, под воду уходит флагман флота. Флагман флота, штатный экипаж которого не 118, а более 500 человек. И эта катастрофа не освещается вообще никак. Сколько людей было на борту? Кто пострадал и кто погиб? Все, что мы можем, это пользоваться логикой и здравым смыслом, а он подсказывает, что если удар украинской ракеты привел к повреждениям, затопившим огромный крейсер водоизмещением более 10 тысяч тонн, то это явно не прошло бесследно для экипажа. Вот из разницы между Курском и Москвой видно, что случилось за эти 2 десятка лет и почему в точности стала возможна эта война. У нас не просто прошли годы развития авторитаризма. Россия 2000-х и Россия 2020-х – это буквально разные страны. Страна из лихих 90-х, в которой, согласно доктрине пропаганды, умирали от голода все, кого не успели убить бандиты, несколько месяцев жила национальным бдением по 118 погибшим морякам. Таков был уровень развития независимых СМИ. Такова была степень подотчетности власти даже за откровенные форс-мажоры, прямой вины за которые она не несет. И Россия сегодняшняя, начало 2020-х, где крупнейшая катастрофа военного флота в 21 веке идет глубоко побочной новостью, без лишних подробностей. Тут разница не только политического устройства, не только степени зачистки публичной дискуссии. Тут пропасть между страной, которая не может развязать агрессивную войну против соседа, и страной, которая с удовольствием это делает. Казалось бы, где связь между зачисткой СМИ и обнулением цены человеческой жизни? А связь это есть. Причем прямая. Столь же прямая связь здесь и с Бучей, со всеми теми зверствами, что творят российские солдаты на украинской земле. Нельзя всерьез думать, что если военное руководство вот вообще не озабочено жизнью своих военных специалистов, редких военных специалистов, которые оперируют крейсером, флагманом флота, к утрату которых ни за неделю, ни за месяц, ни за год не восполнишь, то странно ожидать, что оно хоть на долю секунды задумается о чужом мирном населении. Сейчас прервемся на небольшую рекламу, после нее про текущий ход войны продолжим. Курс доллара сильно упал, но надолго ли это? Хранить деньги в рублях сейчас не лучшая из идей. А если вы храните их в валюте, ее могут в любое время конвертировать в рубли, причем по самому невыгодному для вас курсу. Еще могут национализировать счета или просто запретить вывод средств.
Все больше людей устремляются на крипторынки. Сейчас это альтернатива зарубежным счетам. Мы тоже решили не отставать. Теперь мы принимаем донаты в крипте, в разных монетах: биткоин, эфир и USDT. Эти монеты надо как-то обменивать и защищать от волатильности, поэтому мы выбрали биржу Cryptology. Она четвертая по кибербезопасности, безопаснее Binance и Coinbase. У нее есть удобные мобильные приложения и круглосуточная поддержка, а также высокий рейтинг доверия на CoinGecko и самый выгодный курс обмена криптовалют. Используя Cryptology, вы сможете торговать фьючерсами с плечом до 1 к 100 и автоматизировать свою торговлю с помощью умных грид-ботов. Отдельно скажу про Cryptology Earn. С его помощью можно получать пассивный доход в стейблкоинах, это USDT и им подобные монеты, котировки которых привязаны к реальной валюте. У Cryptology Earn самая высокая годовая доходность – 20%. И это вот в USDT или другой такой валюте. Сейчас Cryptology проводит акцию. При создании аккаунта вы получаете 20 USDT для торговли. Достаточно лишь зарегистрироваться и пройти проверку документов. Деньги вы сможете вывести после того, как достигнете целевого объема сделок. Иными словами, когда покажете, что вы живой и активный клиент. Акция продлится до 1 мая, так что регистрируйтесь и получайте первые стейблкоины. Если вы тоже ищете альтернативу валютным рынкам и подыскиваете себе криптобиржу, рассмотрите Cryptology как вариант. Ссылку, которая дает возможность получить бонус, я оставлю в описании под роликом. Блин, пиджак забыл снять, ну ладно. Продолжаем. Накануне второго этапа войны, накануне главного удара по Донбассу, российские власти попали в ситуацию, в которую не могли не попасть с самого начала. Для хоть сколько-то успешного продолжения войны нужна мобилизация. Об этом говорили с самого начала, причем говорили понимающие в войне люди с обеих сторон. И это тоже особенная черта нынешней войны. В ней Алексей Арестович и Игорь Гиркин-Стрелков говорят плюс-минус одно и то же. Невозможно одержать военную победу силами 150-тысячной группировки в 40-миллионной стране с регулярной боеспособной армией при враждебности местных жителей. Бомбежки и обстрелы мирных городов Украины – это ужасно. Но это не первая война с времен изобретения тяжелых бомб и дальнобойных орудий. И мы точно знаем, что концепция «забомбить врага» в каменный век себя не оправдала. Без наземной победы войны не выигрываются. Более того, бомбежки именно городов практически не наносят военного ущерба, а на моральный дух мирных жителей влияют самым контринтуитивным образом. Люди не меняют позицию, просто еще больше ненавидят врага. И это не гипотезы. По этому поводу прям есть исследования. Нельзя одержать победу гаубицами, градами, солнцепеками, калибрами и искандерами. Нужна победа на земле. Но для победы на земле нужны сотни тысяч свежих солдат взамен перемолотых войной передовых частей. А где их взять? Единственный ответ – мобилизация. Мобилизация, которую провести невозможно. Власти прекрасно понимают, к чему приведет попытка забрить в армию сотни тысяч новобранцев. Она приведет к небывалой прежде эпидемии уклонительства. Начиная с покупки справок, масштабной настолько, что вся эпопея прививочных сертификатов окажется детской шалостью, и заканчивая незамысловатым исчезновением с радаров государств. Да, в России почти 1 миллион сотрудников полиции, но даже их не хватит, чтобы пресечь повальную коррупцию, чтобы вытащить в нужном количестве молодых мужчин из родительских домов, съемных квартир и загородных дач. Но есть кое-что хуже. Официальное объявление мобилизации и повестки в каждый подъезд, массовая охота за призывниками перевернут общественное мнение в один день. Это не будет вопрос социолога: ты за войну или желаешь в тюрьму на 15 лет. Это будет вопрос уже жизни и смерти. А способность русского человека саботировать приказы начальства, когда дело доходит до дела, мы много раз наблюдали, и это поистине общенациональная скрепа. Да что говорить про гражданских, когда военные в количестве до десятков процентов от личного состава пользуются фактом, что война не объявлена, и отказываются ехать на фронт. Когда явление приняло настолько массовый характер, что ставят отметки уже не вручную в военный билет, но специально изготовленными под это дело штампами. Это, кстати, еще один занятный побочный эффект площадного вранья. Пока война не называется войной, солдат особо никому ничего не должен и может на нее не поехать, сославшись на отсутствие загранпаспорта. Без мобилизации не добиться заметного успеха на украинском фронте.
Но мобилизация же это реальный риск открыть фронт уже внутри страны. Дубинки росгвардейцев штука, конечно, неприятная, когда с другой стороны возможность сидеть на диване и ни в чем не участвовать. Но когда такой опции нет, когда с другой стороны отправка на реальную смерть тебя или твоего близкого, тут все становится сложнее. Это было о тех силах, которых не будет. Причем все понимают, что не будет, и взять их неоткуда. Теперь время поговорить про аппарат управления и как он реагирует на войну, которая зашла в очередной тупик, и с которой совершенно не ясно, что делать. Мы не знаем, насколько достоверны все эти слухи про арест 20 генералов. Скорее всего, недостоверны, полностью или частично. Когда стало понятно, что кампания провалилась, мы слышали уже множество рассказов об отстранении Шойгу, о его инфаркте, но пока подтверждения этому нет. Более того, как я говорил в ролике про лояльность и компетентность, публичная расправа вообще вещь довольно нехарактерная для режимов типа нашего. Массовые публичные репрессии против генералитета в первую очередь покажут, что нападение на Украину было ошибкой, а ошибки признавать наша власть не умеет. У них и сейчас, после поражения под Киевом и потери флагмана Черноморского флота, все идет по плану. Видимо, план состоял в том, чтобы на 30-й день войны отступить, а на 50-й затопить крейсер «Москва» стоимостью в $750 миллионов. Тем не менее, подобные репрессии вполне вероятны. Конечно, внешне это будет выглядеть как схватка бульдогов под ковром. Никакая грязь не будет выноситься из избы. Но у высшего командования российской армии действительно есть основания беспокоиться за свою судьбу. У этих опасений есть две причины. Первая лежит на поверхности. Любое поражение требует поиска виноватых. Любой начальник в российских властных структурах знает, что нужно успеть найти виновника неудачи, если она случилась, прежде чем таким виновником назначат тебя. Кому-то не повезет в этой гонке аутсайдеров, и его машина вместо финиша приедет в матросскую тишину. Это просто неизбежно при катастрофе такого масштаба, как происходит сейчас. Вторая причина опасений командования за себя чуть более глубокая. Причины поражения российской армии в Украине лежат прежде всего в неадекватной оценке положения дел руководством страны. И в первую очередь Владимиром Путиным. Именно Путин и, возможно, еще несколько человек вместе с ним принимали решение о вторжении. Они переоценили собственные силы. Они не знали реального положения дел в войсках. Они позволили запудрить себе мозги тем, что украинцы якобы только и ждут прихода России и встретят армию цветами. Они построили абсолютно нежизнеспособный план кампании, который провалился уже в первые дни, а потом еще долго продолжали настаивать на его исполнении, невзирая на чудовищные потери. И если есть в России люди, которые это понимают с максимальной ясностью, то это как раз высшие офицеры вооруженных сил. Они имеют профильное военное образование и должны осознавать, что приказ захватить Киев за 3 дня был невыполним группировкой такого размера и с тем оснащением, которое есть у российской армии. Возможно, мы не знаем наверняка, но вполне вероятно, что эти люди даже предупреждали свое руководство. Мол, это нереалистично, такой план никуда не годится. Давайте мы разработаем другой план. Но их, разумеется, никто не послушал. Конечно, отрицательный отбор в российской армии наверняка привел к тому, что высшие кабинеты в офисах Министерства обороны занимают не наследники полководческого гения Кутузова и Суворова, а вполне обычные невзрачные чиновники в погонах. Годами они занимались очковтирательством и строительством коррупционных схем на оборонных заказах. Именно поэтому они с особой ясностью понимали, что ждет российскую армию в Украине. У тебя по бумаге есть 100 танков, а в полной боеготовности по факту из них на ходу лишь 10. Но в бой потребуют отправить все 100, а потом будут удивляться, почему же не выполнена боевая задача. Если проводить аналогию, то можно представить себе главврача больницы, который требует от своих хирургов провести сложнейшую операцию, а у тех нет анестезии, вместо современных аппаратов КТ и УЗИ, которые якобы куплены, есть только стетоскопы, а весь медицинский спирт они как раз накануне и выпили весь. Итак, теперь с военными возникают две проблемы. Первая, они слишком много знают. Они видели безграмотный приказ, понимают его ошибочность и даже преступность, осознают, что тот человек, кто его отдал, отнюдь не великий геополитик, управляющий половиной мира, а обычный автократ, потерявший всякую связь с реальностью. Вторая проблема. Для этого самого великого геополитика армейские командиры будут постоянным напоминанием о его ошибках и преступлениях. О том, что он полез в заведомо проигрышную войну без плана «Б» и вообще какого-либо понимания, что делать дальше, и проиграл ее.
Нет ни одной причины, по которой он должен держать таких людей возле себя. Лучше заменить их другими. Теми, кто по-прежнему считает, что броня крепка и танки наши быстры, а решения Путина взвешены и оправданы. Лишь это позволит ему сохранить авторитет в таком немаловажном для устойчивости режима институте, как армия. Если есть у этой войны какая-то глубоко историческая роль для России, то она в том, что украинцы, народ, руководство и армия своей впечатляющей, по-настоящему героической обороной в один момент закрыли все те дискуссии, что даже после конца путинского режима могли еще долго отравлять общественную жизнь. Чем вредна несменяемость власти? Несменяемость, даже самую серую и безобидную канцелярскую моль, вроде Владимира Путина, совсем не харизматичного лидера, от которого замирают стадионы, а командира скрепок, может за 20 лет превратить в угрозу всему человечеству. Я снял с десяток роликов, где подробно и аргументированно объяснял, как разлагает руководство отсутствие конкуренции, как опасен этот замкнутый мир красных папочек, где главный по скрепкам варится в собственном соку. Теперь не нужно тратить на это 20 минут ролика, теперь все слишком очевидно. Потому что мир красных папочек вышел из кабинетов и пошел в атаку на Киев. И мы видим, насколько далеко аппарат управления может уехать от реальности и как дорого это будет стоить. Чем вредна коррупция? Я язык стесал, объясняя, что дело не в дворцах. Дело в том, что строительство дворцов паразитирует на пороках системы, а значит на сохранении и расширении этих пороков. Прокоррупционный мультипликатор. Чтобы положить коррупционный рубль себе в карман, нужно нанести ущерба на 100 рублей. Теперь этой дискуссии не нужно. Теперь мы видим, если с одной стороны у нас дворцы министра обороны и всех его замов, то с другой у нас в боевых машинах будут стоять табуретки, а солдаты будут питаться просроченными консервами, хоть и в красивой упаковке. А решение о войне будет приниматься на основе выдуманных отчетов, написанных несуществующей агентурой, потому что деньги на все содержание этой агентуры были давно украдены и направлены в дворцы. Для чего нужны независимые СМИ? Опять же, в прошлой жизни было много хорошей аргументации, но ныне она зачем? Зачем она тогда, когда монополия на СМИ уже привела к тому, что жизни перестали стоить хоть что-нибудь? Будь то жизни мирных жителей Бучи или жизни моряков из экипажа крейсера «Москва». Пороки путинского режима по результатам этой войны настолько явно проявились и настолько приклеились к самому Путину, что есть надежда, что он их унесет с собой, что ни один из них не будет в новой России допустимым предметом для дискуссии. Ведь теперь мы знаем, что они приводят к настоящей катастрофе. Но катастрофа эта пока в самом разгаре. Люди продолжают погибать каждый день, и, к сожалению, конца этому пока не видно. До завтра.